Друзья мои, всем привет! Как вы знаете, недавно произошло первое слияние штатов в игре State of Survival. На моем канале есть видео о том, как проходило первое тестирование этого мероприятия на тестовом сервере. Кроме этого, мы провели стрим сразу после того, как разработчики осуществили объединение штатов на реальном сервере. Ссылки я оставил в описании этого ролика, так что переходите и смотрите. А сегодня я хочу еще раз проговорить правила слияния штатов и требования, предъявляемые к игрокам, а также ответить на самые частые вопросы. Во-первых, давайте напомню, как было реализовано слияние. Как мы знаем, они выбрали 12 штатов, с 7 по 18. Затем эти штаты были разбиты на пары, и в каждой группе выделили главный штат и тот, который будет объединен с главным. Таким образом, получилось 6 пар. Пары выглядят следующим образом. Можно заметить, штаты объединили не по порядку. По нашим наблюдениям, в более активный штат переместили менее активный. А теперь давайте по пунктам поговорим, что произошло при слиянии штатов. Для начала я бы хотел подробно объяснить условия, предъявляемые к игрокам при слиянии. Разработчики озвучили их следующим образом. Аккаунты, соответствующие всем из следующих критериев, будут удалены. Уровень штаба ниже 5. Уровень оплаты ниже $5 США. Не было входа в игру более 15 дней. Обратите внимание, будут удалены только те аккаунты, которые соответствуют всем трем условиям. Давайте проведем несколько примеров, чтобы исключить недопонимание, потому что меня закидали вопросами. Если ваш аккаунт 4 уровня, но на нем есть донат больше $5, то он подходит для слияния, так как на аккаунте есть вложение. Хотя это абсурдная ситуация, но все же она нужна нам для примера. Если ваш аккаунт 26 уровня и вы не донатили на нем, то ваш штаб будет участвовать в слиянии, так как штаб выше 5 уровня. Если у вас штаб 3 звезды, но вы по каким-либо причинам не заходили в игру месяц, то вы будете участвовать в слиянии, так как опять же ваш штаб выше 5 уровня. То есть для того, чтобы аккаунт был удален при слиянии, необходимо выполнение всех трех условий, а именно штаб ниже 5 уровня, без доната и на нем не было ежедневных входов в игру в течение 15 дней. В любом другом случае ваш аккаунт успешно подходит под требованиям для слияния. Это были условия для игроков. Для союзов также есть свои критерии, а именно, если ни один из членов союза не входил в игру более 15 дней и уровень союза ниже 2, то такой союз будет удален при слиянии. А теперь давайте поговорим про территорию штатов. При слиянии с карты основного штата были удалены все строения альянсов, а игроки были скрыты. Поселения игроков нельзя было увидеть до тех пор, пока они не зашли в игру. После того, как был выполнен первый вход, игрок появлялся на случайном месте карты. Когда лидеры союза зашли в игру, им предстояло лишь заново разместить штаб, ловушку и башни альянса. Технологии альянса и максимальное количество участников союза остались на прежнем уровне. Многие спрашивали, будет ли увеличен лимит участников союза. Ответ – нет. По-прежнему в союзе может состоять максимум 100 игроков. Что же касается таких элементов карты, как укрепленные строения и бункеры, то на них были удалены предыдущие захватчики, и сезон события «Битва за крепость» был начат сначала. На Капитолии была удалена вся история сражений, а это значит, что при слиянии штат остался без губернатора. Если в штате нет губернатора, следовательно нет бонусов штата и персональных регалий. Таким образом, история Соединенных Штатов, как говорится, началась с чистого листа. Кроме этого, хочу отметить, что штаты остались на прежней старой карте, без центров анализа, то есть никаких нововведений не произошло. Итак, каковы впечатления игроков после первого этапа слияния? К сожалению, не совсем позитивные. По отзывам игроков, объединение двух штатов недостаточно для того, чтобы почувствовать изменения. И их можно понять. Активность штатов увеличилась незначительно. Новых конкурентоспособных альянсов не прибавилось. Но будем надеяться, что это не последняя версия объединения и что разработчики прислушаются к отзывам игроков. Однако многие шефы в Объединенных Штатах заметили, что игра стала намного быстрее. Нет зависаний, когда выходишь в дикие земли, все быстрее подгружается. Вероятно, это связано с тем, что на карте больше нет мертвых штабов 5-7 уровня, а также нет строений заброшенных альянсов. И теперь меньше нагрузки на сервер.
Ну что ж, друзья, это вся информация о слиянии штатов в игре State of Survival, которая доступна нам на текущий момент. Подписывайтесь на мой канал, здесь я стараюсь давать вам самую свежую информацию, а также присоединяйтесь к нашему серверу в Дискорде, чтобы читать игровые новости первыми. Ставьте лайки и пишите свое мнение. Берегите себя, всем пока!